Привет, Арми! Снова с вами Тэхён и Чингук. Инсайты – ваш ежедневный источник самых свежих, горячих и захватывающих новостей о BTS. От срочных новостей до трогательных моментов у нас есть все, что вам нужно. Обязательно подпишитесь и оставайтесь с нами, потому что контент BTS уже в пути. Прежде чем кто-либо успел понять, что происходит, HYBE приняла решение, которое оставило Чингука и Тэхёна стоять по разные стороны черты, которую они никогда не хотели пересекать. И когда правда об этой секретной встрече наконец открылась, даже персонал, ставший свидетелем, не смог сдержать слез. ARMY, то, что вы сейчас услышите, может изменить ваше представление обо всем. Никто в здании в ту ночь не ожидал ничего необычного. Коридоры были тихими, свет приглушен, и большая часть персонала уже ушла домой. Но где-то на верхнем этаже, за тяжелой дверью с пометкой «Конфиденциально», проходило совещание, которое должно было вызвать шок во всем фандоме. Чингук и Тэхён не подозревали, что решение об их будущем принимается без них, и тяжесть этой правды позже станет источником замешательства, разочарования и сердечной боли для всех участников. Секретное решение. Внутри комнаты руководители HYBE сидели в напряженной тишине. По столу были разбросаны папки, каждая из которых содержала графики, контракты и внутренние оценки. В воздухе витал шепот, неуверенный, нервный, почти напуганный. Что-то произошло в недавнем планировании кампании, что вынудило правление рассмотреть возможность временного разделения Чингука и Тэхёна, и даже руководители знали, насколько взрывоопасным может быть такой выбор. Речь шла не о конфликте между ними и не о наказании. На самом деле, многие сотрудники были свидетелями личных моментов за кулисами, моментов, когда Чингук и Тэхён больше, чем когда-либо, опирались друг на друга, находя силы в своей общей усталости. Но именно поэтому это решение было болезненным. Оно шло вразрез с тем, что все знали в глубине души. Одна сотрудница, младший координатор, стояла в углу с дрожащими руками. Ранее в тот день она видела, как Чингук смеялся, был расслаблен, поддразнивал Тэхёна, пока они просматривали старые видеовыступления. Она также видела, как Тэхён нежно толкал Чингука, как брат, пытающийся подбодрить. Она знала, как они близки. Но теперь, слушая руководителей, она поняла, что связь, которой она восхищалась, рискует быть нарушена чем-то гораздо более масштабным, чем они двое. Руководители не были хладнокровными или безразличными. Они были обеспокоены. Были опасения по поводу чрезмерных графиков, противоречивых обязательств и давления, которое оказывало на обоих участников мировое внимание. Компания считала, что предоставление им пространства, по крайней мере временно, поможет стабилизировать ситуацию, но никто в той комнате не мог игнорировать эмоциональную тяжесть этого решения. В воздухе висел один вопрос – как отреагируют Чингук и Тэхён, когда узнают? Через несколько часов, когда совещание наконец закончилось, координатор выскользнула из комнаты со слезами на глазах. Она не должна была слышать все, но услышала, и мысль о выражении лица Чингука, когда он узнает правду, была для нее невыносимой. Она помнила, как его глаза смягчались всякий раз, когда Тэхён входил в комнату. Небольшие заверения, которыми они обменивались, когда давление становилось слишком сильным, невысказанное понимание, которые могли создать только годы общей истории. Она знала, что Тэхён постарается оставаться сильным, скрывая свои чувства за улыбкой. Но она также знала Чингука, как он все переживал внутри, как всегда винил себя, даже когда для этого не было причин. Выйдя на холодный ночной воздух, она достала телефон и уставилась на экран, размышляя, стоит ли ей сказать что-то другим сотрудникам или даже предупредить самих участников. Но она не могла. Правда была слишком чувствительной, слишком острой и слишком опасной для утечки. Или она так думала, потому что где-то в этом здании другая пара ушей тоже слышала это решение. И, в отличие от нее, они не молчали. Вот так и распространился слух. Вот так фандом начал паниковать. И вот так история о секретном совещании HYBE и разделении Чингука и Тэхёна начала перерастать в нечто, что никто из них не мог контролировать. Противостояние. Слух взорвался не сразу. Он начался как тихая искра, прошептанная между несколькими сотрудниками, которые задержались той ночью. Кто-то упомянул об изменении в составе. Кто-то еще услышал о раздельных графиках.
И к следующему утру эти фрагменты правды превратились в волну, с которой никто в HYBE не был готов столкнуться. Когда Тэхён прибыл в здание на следующий день, он сразу почувствовал, что что-то не так. Коридоры были необычно тихими, а сотрудники, которые обычно тепло его приветствовали, избегали его взгляда. Сначала он не понял почему, но он это почувствовал. Напряжение в воздухе, тяжесть, которая легла на его плечи, как шторм, ожидающий, чтобы разразиться. В репетиционном зале Чингук уже был там, сидел один на полу с бутылкой воды рядом. Его поза была расслабленной, но его взгляд явно был где-то далеко. «Ты в порядке?» – тихо спросил Тэхён, войдя. Чингук поднял голову с удивительным отсутствием своей обычной яркости. «Да, просто задумался». Тэхён знал Чингука слишком хорошо, чтобы поверить в это. Он подошел, опустился рядом с ним и нежно толкнул его плечо. «Не лги мне». Чингук колебался. Он открыл рот, как будто собирался что-то сказать, но слова не шли. Вместо этого он просто выдавил небольшую, натянутую улыбку и отвернулся. Тэхён собирался надавить, когда дверь открылась, и вошел старший менеджер. Выражение его лица было напряженным, почти отрепетированным. «Нам нужно поговорить с вами обоими», — сказал он. Одной этой фразы было достаточно, чтобы по комнате пробежал холодок. Чингук и Тэхён обменялись взглядами, наполненными замешательством, беспокойством и молчаливым пониманием, что все, что должно было произойти, было не к добру. Они последовали за менеджером по коридору, каждый шаг отдавался эхом громче предыдущего. Их привели в частную конференц-комнату, в которую ни один из них обычно не заходил, если не происходило чего-то значительного. Внутри сидели несколько руководителей. Перед ними лежали стопки бумаг, и атмосфера была удушающей. Тэхён почувствовал, как рука Чингука коснулась его руки, почти как будто он протягивал ее бессознательно. Тэхён не отстранился. «Перейдем сразу к делу», — начал один из руководителей. В связи с недавней реструктуризацией и предстоящими графиками мы решили временно разделить вашу промоутерскую деятельность. Слова ударили по ним, как физический удар. Тэхён замер. Чингук быстро моргнул, словно пытаясь осознать только что услышанное. Ни один из них не произнес ни слова. «Это не наказание», — быстро добавил другой руководитель. «Мы считаем, что это лучший способ управлять рабочей нагрузкой и ожиданиями индивидуального карьерного роста в этот период». Челюсть Тэхёна сжалась. Он не злился, пока еще нет. То, что он почувствовал, было чем-то более глубоким, чем-то острым под ребрами. «Вы нас разделяете», — тихо сказал он, наконец. «Насколько?» «Мы все еще дорабатываем сроки», — ответил руководитель. Что означало, что они не знали или, что еще хуже, не хотели говорить. Чингук тяжело сглотнул, заставляя свой голос оставаться твердым. «Почему нам не сказали об этом раньше?» Руководители обменялись взглядами. «Мы хотели убедиться, что все подтверждено, прежде чем говорить с вами». Чингук посмотрел вниз. Тэхён видел, как его пальцы слегка дрожат. Это был не гнев. Это был страх. Страх перемен. Страх расстояния. Страх потерять то, что было его опорой столько лет. Тэхён слегка наклонился к нему. Тонкий жест, который заметил бы только Чингук. «Я здесь», — говорил он. «Несмотря ни на что». Совещание затянулось, наполненное объяснениями, оправданиями и словами, которые звучали холодно, даже если не должны были. Но все это не имело значения. Все, о чем мог думать Чингук, это бесчисленные воспоминания, годы смеха, споров, ночных разговоров, общих мечтаний и то, как внезапно показалось, что кто-то пытается поставить между ними стену. Обещание. Когда они, наконец, вышли из комнаты, коридор показался слишком ярким, слишком длинным, слишком пустым. Чингук остановился. Тэхён повернулся к нему лицом. «ГК». Чингук быстро покачал головой, глаза блестели, хотя он изо всех сил старался это скрыть. «Я не хочу этого. Не так». Грудь Тэхёна сжалась. Не раздумывая, он протянул руку и положил ее на спину Чингука. «Затем мы не позволим этому ничего изменить», — твердо сказал он. «Графики не решают, кто мы друг для друга». Чингук наконец поднял голову, его выражение лица смягчилось от смеси облегчения и печали. «Обещаешь?»
Тэхён даже не колебался. «Обещаю». Чего ни один из них не знал, чего ни один из них не мог знать, так это того, что за пределами здания по социальным сетям уже начало распространяться просочившееся сообщение. История о секретном совещании HYBE перестала быть просто слухом. Она превращалась в пожар, и это был всего лишь вопрос часов, прежде чем Чингук и Тэхён увидят, насколько велика на самом деле реакция мира. Утечка становится вирусной. К тому времени, когда Чингук и Тэхён наконец вернулись в репетиционный зал, их головы кружились от всего, что они только что услышали. Ни один из них не хотел говорить об этом, но тишина между ними не ощущалась холодной. Она ощущалась хрупкой, как будто оба боялись, что неверное слово может еще сильнее разрушить всю ситуацию. Тэхён первым сел на пол, прислонившись спиной к зеркалу. Чингук тихо последовал за ним, опускаясь рядом. Долгое время они просто дышали в одном ритме, успокаиваясь единственным известным им способом – вместе в одном пространстве, даже если их мысли были на расстоянии миль. Затем телефон Чингука завибрировал. Один раз, два раза, затем быстро, сообщения приходили одно за другим. Телефон Тэхёна тоже засветился. Сначала ни один из них не пошевелился. Они просто смотрели на светящиеся экраны, странное чувство страха медленно ползло по их спинам. Тэхён наконец потянулся к своему телефону. Его глаза пробежали по уведомлениям, и его выражение лица медленно изменилось. Замешательство, удивление, затем недоверие. «Хён?» – тихо спросил Чингук. Тэхён сглотнул. «Посмотри в Твиттер». Чингук колебался, затем разблокировал телефон. В тот момент, когда приложение открылось, его сердце упало. Это было повсюду. Скриншоты, анонимные сообщения от сотрудников, заявления о конфиденциальном совещании HYBE, спекуляции о разделении, эмоциональные фанатские треды, хэштеги, набирающие обороты с угрожающей скоростью. Решетка «Защитите Тагуков», решетка «НУВЕ объясните», решетка «Почему их разделяют?» и, что хуже всего, решетка «Распад Чингука Тэхёна». Чингук почувствовал, как перехватило дыхание. Тысячи постов, десятки тысяч. Через несколько минут это стало темой номер 1 в мировых трендах.